Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено всем тем, у кого в голове маячит идея по установке фаркопа на свой седан или хэтчбэк, а значит оставайтесь на канале, все увидите. Первым делом необходимо приобрести прицепное устройство, он же фаркоп, в моем случае бывшего употребления с разборки, сильно ржавый и с сомнительной электрикой. Произведем его полную разборку. Отделив пластиковые накладки, розетку, постараемся открутить гайки и освободить крюк фаркопа. На розетке все болты сломались, а вот болты, удерживающие крюк фаркопа, после проливки ВД смазкой открутились. Далее произведем механическую чистку элементов фаркопа. Удалим рыхлую ржавчину с помощью угловой шлифовальной машины и металлической щетки чашки. Затем с помощью преобразователя ржавчины цинкарь обработаем очищенные металлические поверхности в два слоя. После полного высыхания преобразователя покрываем детали кислотным грунтом в 1-2 слоя. Сам кислотник закрываем акриловым грунтом. После сушки в 1-2 дня красим детали краской под лак или без лака. Тут я сушил неделю, чтобы краска и лак стали максимально твердыми. Теперь займемся установкой на машину Opel Insignia. Снимаем бампер, выкручивая по 3 самореза со стороны подкрылков справа и слева. Снизу вынимаем целый ряд клипс, которые крепят бампер к кронштейнам. Теперь бампер стягиваем вверх и на себя. Не забудьте только про фишку проводки датчиков парктроника. Снимаем усилитель бампера, открутив по 3 гайки с каждой стороны. Стягиваем его со шпилек и отправляем на барахолку, чтобы вернуть немного потраченных денег на прицепное устройство. От бампера отделяем нижнюю накладку, вытягивая язычки из прорезей на бампере. Теперь размечаем и режем отверстие под крюк фаркопа. В моем случае просто дублируем отверстие с накладки, которая шла вместе с фаркопом. Самое интересное, что в лонжеронах были сделаны крепежные отверстия для прицепного устройства. Но встретить хэтчбэк или седан данной модели автомобиля с фаркопом очень трудно. Видно, это является дополнительной опцией, за которую редко переплачивают. Все отверстия совпали, поэтому я подобрал только болты нужной длины. Прицепное вешается только на 2 шпильки с каждой стороны, и там, где было отверстие с резьбой для установки буксировочного крюка, теперь пустота. Чтобы сохранить возможность установки буксировочного крюка, я отрезал кусок с резьбой от треснувшего переднего усилителя бампера и закрепил на шпильке. Вышло, конечно, не вау, но в качестве дополнительной точки опоры пойдет. Для защиты от попадания влаги и грязи через порезанное окно для крюка фаркопа установил резиновую мембрану. По механической части все. Прицепное на месте и выглядит гармонично, так как все же оно заводское. Даже защита по форме крюка выглядит анатомично. Не забывайте о подписке, жду всегда ваши лайки и колокольчики.
Теперь переходим ко второй части видео, это электрика. За основу я взял эту схему блока согласования фаркопа, так как в ней есть запирающие диоды, а сама схема построена на простых реле с добавлением одного реле для пятого потребителя. Для корпуса использовал самую обычную коробку, подрезав ее по длине и прорезав необходимые отверстия. Реле использовал на 4 контакта с нормально разогнутыми контактами и с гнездами под предохранитель, что очень удобно. К реле также взял колодки с проводами, это очень сокращает время на сборку. Диоды можно использовать любые, но я взял на 10 ампер, так как у них массивные ножки и монтировать их гораздо удобнее. Диоды уложил в коробку и позже залил герметик. Чтобы блок согласования сделать съемным, установил 7-контактные розетки на входной и выходной жгут, а на машине, соответственно, будут вилки. Теперь информация по питающим проводам и врезки в штатную косу осветительных приборов. Питающие 12 вольт протянул от аккумулятора, землю взял на кузов. С правого жгута взял только правый поворот. Все провода справа налево тянул по поперечному лонжерону. В левой косе взял габариты, стоп, левый поворот и противотуманные задние фонари. Итого 5 световых приборов. Кнопку для подачи питания решил установить боковой пластик. Для этого вырезал отверстие под нее, предварительно насверлив отверстие по периметру. Жгут начал вести от крюка фаркопа, затем через технологическую заглушку и вывел в пустой отсек над левым крылом. Туда и планируется установка блока согласования. На этом этапе подключил блок согласования для проверки и полностью установил бампер. Розетку подключил по следующей схеме. Единственное, запараллелил правый и левый габарит. Вид после установки. Подключим для проверки велоплатформу и убедимся в работе электрики. Габариты, левый поворот, правый поворот, аварийка, стоп. Все основные приборы работают, и чтобы заглушить немного щелчки реле, замотал блок согласования в армировочную ХБ ленту и поверху уложил слой матерчатой ленты для электрожгутов, после чего блок стал на свое постоянное место. Осталось лишь привыкнуть к новым габаритам машины вместе с прицепом или велоплатформой, а то пока не очень. Ну и не стал затягивать с эксплуатацией фаркопа. Использую его для перевозки велосипедов на велоплатформе, к тому же безопасно с рабочей электрикой. Ставьте лайки и подписывайтесь, с меня много интересного.